Всем привет! Сегодня ролик будет необычный. Знаете, все, что я вам снимал, показывал за эти пару лет, наверное, это скорее, знаете, фон такой. На самом деле мне хочется или хотелось сказать больше. Да и, наверное, сам канал меня к этому подвел. Видите, я сегодня даже оделся так. Почему так оделся? Потому что не для того, чтобы показать, что у меня есть костюм. А на самом деле мое внутреннее состояние, оно на самом деле, я бы и каждый день так ходил. У меня это еще, опять же, с молодости, когда я вам рассказывал, что я учился в мореходке, я 6 лет ходил в форме, и я знаю, как сама одежда влияет на человека. И присматривался очень много и к своей жене, то есть как она работает здесь, скажем, в городке в моем, и как она работала в Риме в отеле. Это был два разных человека, другая одежда. Но это я не об этом. О костюме, ладно. Просто хочется мне ради уважения к вам, к этой теме, о которой я сегодня буду говорить, просто так оделся. Знаете, тема настолько глубокая и для меня важная. Это фактически вся моя жизнь при всех этих ее изменениях, которые произошли. То есть в основном-то все, что мы видим на Ютубе, так же, как и вы, я тоже смотрю ролики, это какая-то то ли философия, то ли психология, написанная по сценарию, да, вроде правильно говорят, но очень сложно с этих роликов, наверное, многим из вас, что-то взять и прям вот, это не руководство, как сделать борщ, понимаете, все настолько непросто. Почему для меня эти ролики работают по-другому? Потому что на протяжении всей жизни я боролся с собой. Она у меня была мучительно сложная, какая-то жопа полная. И знаете, вот сейчас она настолько изменилась. Это невозможно в двух словах объяснить. Поэтому мое БМ, давайте договоримся так, что я с вами вот сижу как будто в одной комнате. Вот как вы с любым человеком разговариваете, никто с вами не будет разговаривать по сценарию, правильно? Да, я думал, может быть, написать сценарий, как-то там все четко, по плану. Но это очень много времени занять на этот сценарий. Я думаю, я смогу и симпровизировать по ходу. Главное, чтобы у вас хватило терпения и просто досмотреть ролик до конца. Можете уйти, я понимаю, что часть людей уже ушла. Это ваше право, но мне хочется, я уже многих знаю, своих зрителей, просто по комментариям, просто давно. И вот даже если это будет для вас, мне уже будет достаточно. Ну, всем новым зрителям тоже подписывайтесь. Опять же, меня понять сложно, зачем я снимаю, что я рассказываю. В общем, опять, видите, ухожу в сторону. Не потому, что я тяну время, а потому что мы с вами сидим, болтаем. Наливайте себе кофе, чай там, кушайте бутерброд, лежите, расслабляйтесь. Дело в том, что мне хотелось бы помочь кому-то и поделиться вот теми моментами важными, которые происходили в моей жизни. Хотя я знаю, что после ролика многие из вас что-то поймут, согласятся, поставят мне лайк. И через 10 минут все забудут и будут жить дальше. Понимаете, у меня не так было. Я вам часто рассказывал на вилле про это одиночество, почему оно мне необходимо, как я там перезагружаюсь. Да, наверное, опять будет тема про это. Почему мне, может быть, сейчас захотелось этот ролик сделать? Потому что, да, я закончил большую работу, эту виллу. Выдохнул, знаете, так, как будто какой-то тяжелый рюкзак камней я снял со своих плечей. И вся моя жизнь, она, знаете, как происходила? Эти рюкзаки постоянно менялись. Вот постоянно какой-то тяжелый рюкзак. И последнее время мне становится жить все легче, легче и легче. При том, что я тяжело работаю, как я вам показываю. И почему я говорю, что сама работа – это какой-то фон? Потому что, для меня это просто работа, которую 1000 раз делал, я ее просто иду делаю, просто зарабатываю деньги и живу дальше. Но за этой работой основное не то, что я показываю,
основное то, что я хочу сегодня рассказать. Опять же, повторюсь, что мы живем, опять же, в обществе. Вот сейчас я сижу один в комнате. Мне никто не мешает, меня никто не отвлекает. Там где-то тихо идет звон колоколов. Да, и это замечательно. И почему я люблю этот город? Я люблю Рим, я люблю движуху, я люблю шумные пляжи. Но это все временно, это кусочек моей жизни. Я, опять же, говорю, что я работал в больших бригадах, в больших коллективах. Я знаю разницу, что такое работать одному, жить одному. И это единственный способ в себе разобраться, периодически уходить глубоко в себя. Опять же, не просто тупо уйти и сидеть, смотреть в потолок. Что такое философия жизни? Это какой-то разбор, поиск легкой жизни, то есть логической жизни. И когда ты себя постоянно тренируешь в какой-то логике, по работе, по жизни, по отношениям, на протяжении всей жизни, поймите, это у меня с детства было. Часть жизни, да, я прожил в каком-то тупике, ты ищешь выход, ты как будто ходишь по какому-то лабиринту и упираешься то в стену, то в выход, то не в тот выход. Говорю все абстрактно, потому что я-то себе представляю в голове это все реально, а вам понять сложно. Ну, буду стараться. То есть смотрите, что происходит. Мы все привязаны, опять же, к телевизору. И все выбираем себе какую-то тему. Смотрите, что происходит, когда вы что-то смотрите и слушаете. Будь это фильм, будь это новости, будь это что угодно. Вы погружаетесь с головой в ту атмосферу, что там происходит. Это же не ваша жизнь. Кто-то придумал сценарий, снял фильм, какую-то ситуацию, которая там происходила. Да, вам интересно. В этом-то и смысл самого сценария, режиссуры и этого фильма, чтобы у вас вызвать эмоции. Эмоции. Мы все живем на эмоциях. Без них никак. Но в этом-то и страх. Что куда эти эмоции нас поведут и какое внутреннее состояние изменится после включения этих эмоций. Я давно и периодически упоминал, что мой принцип жизни как система координат, то есть здесь минус 10, система координат называется, или как там, хер его знает, неважно. Здесь плюс 10, здесь минус 10, здесь 0. То есть эмоционально, какие-то всплески жизни в минус, в плюс не важны. Это просто жизнь, это просто ситуация. Важно постоянно приходить к нулю. Ну, опять же, мы каждый день к этому приходим, мы идем, ложимся спать. Правильно? Вот это и есть, я считаю, обнуление. И насколько вы выспались, неважно, что у вас там, как говорят евреи, есть проблема, ляжь поспи. Утром вы должны встать бодрый, здоровый, уже перезагруженный. И, кстати, я вам тоже рассказывал, что я когда-то и алкоголем увлекался, и для меня это тоже была часть, полезная часть моей жизни. Это тоже была перезагрузка. Да, иногда не хватает тебе сна. Ну, что-то вечером пришел с работы, поужинал, лег спать, опять на работу. Это не та перезагрузка. Мне даже рассказывали вот подписчики, знакомые, что даже употребляют какие-то вещества, чтобы опуститься вот действительно в ту полную перезагрузку. И как мне человек рассказывал, что говорит, ты понимаешь, что на самом деле мир, в котором ты живешь, это совсем не то. И скажу вам, я раньше занимался медитацией, пробовал всякие способы, и можно было продолжать, углубляться. Но меня останавливала одна мысль. Я думаю, ну да, я могу это все развить, я могу куда-то уйти, дойти. И до чего-то до многого дотрагивался. Но думаю, а как же потом жить с этим? Ведь что бы я вам сейчас не рассказал, какое-то мистическое, странное, многие из вас либо переключат, скажут, ну, какую-то херню несет, блин, кто-то задумается. В общем,
об этом разговаривать просто с людьми обыкновенными, нормальными, очень сложно. Поверьте, даже то, что я работал в каких-то бригадах, очень много людей, работников, ты пытаешься завести, поговорить с ними на какую-то тему, они так лупают на тебя глазами. Ну, типа, ну да, ну все правильно. А ответа ты не слышишь. У тебя не получается дискуссия, потому что человек не в этой теме. Опять абстрактно говорю. Скажу вам так, как правильно учиться или как я учился. Да, я в последнее время немного читаю, но сейчас интернет есть, можно читать статью в интернете, слушать ролик, просто слушать. Но важно любую информацию потом переварить, сделать разбор полетов. Вот вы прочитали книгу, неважно какую, вы должны что-то взять с нее, вы должны ее обдумать, переварить, так же, как и любую работу, сделать разбор полетов, так как я это делаю. Почему? Наверное, мне легко это делать, потому что пока ты делаешь работу, ты видишь, человек делал так, прошло там пару лет, ты смотришь то, что он делал, вышел брак. Ты понимаешь, что так, как ты помнишь, это очень сложно, но я очень внимательный человек, и поэтому у меня это получается легко. И так-то я учусь. Так делать не надо. Так я сделал, работает. И ты это запоминаешь. И это огромная информация в голове. Почему? Потому что мне интересно жить, мне интересно читать, и мне интересно делать выводы с этого всего. Очень многое вы читаете, знаете. Ну, смотрите, что происходит, и почему я опять возвращаюсь к этому одиночеству. Вы прочитали книгу. Хотели подумать, переварить. Зашла там жена, муж, начали какую-то другую тему, вы забыли, что читали, и это куда-то ушло. Да, у вас осталось какие-то там 10% с этой книги, засело там глубоко у вас в голове, в мозгу. А что толку, что засело? Над этим надо работать. То, что вы прочитали, надо хорошо прочитать даже 5 раз, я вам скажу. Окей, вам помешали, вы не додумали, опять прочитайте, опять подумайте и делайте это. Но многие из нас не понимают, а зачем мне это делать, а что это будет происходить. И почему у меня это интересно все происходит? Потому что основную часть жизни я прожил в тупике. Что-то случается, ты не понимаешь, зачем тебе это было дано. Какие-то негативные ситуации. Ты в истерике, да почему мне так не везет, да почему же это случилось. И сейчас я стал понимать, что все, что мне давалось, это была какая-то школа. Это давалось для чего-то, поймите, чтобы стать каким-то мудрым. Если ты не пройдешь тяжелые какие-то испытания, с тобой ничего не произойдет. Ты никогда ничего не поймешь. Ты должен прожить какую-то полную жопу. Но это не значит, что эта жопа должна длиться бесконечно. Она дается для чего-то. И с нее надо выйти и понять. И вот я вам говорил, что до 50 лет это была у меня одна жизнь, и что-то у меня переключилось. Причем, да, даже начал я с того, что просто бросил пить. Потому что, чтобы что-то понимать и хорошо, правильно думать, нужно иметь трезвые мозги. И сам алкоголь, он разрушает ваш мозг. Он вас расслабляет, вы получаете кайф, но он убивает мозг. Вы не можете адекватно, вы можете куда-то выйти, до чего-то дотронуться, что вас блокирует в реальной жизни. Но это так, чуть-чуть может быть, лучше вообще, чтобы не было. Так вот, огромную часть жизни, знаете, как-то у меня воспитание такое было. Быть послушным, уважать старших, то есть подчиняться. У меня настолько это идеально получалось, что я даже не понимал, а зачем вообще такое воспитание было? И почему я должен постоянно там подчиняться? И всем начальникам это нравилось. Потому что, ну, ты идеальный раб. Тебе сказали, ты сделал. И мне нравилось, что людям нравится то, что я делаю. То есть меня хвалят. Но смысл в жизни это не спасибо или там похвалить, а смысл в жизни что-то заработать деньги. Потому что деньги, они дают тебе безопасность в жизни. Ты чувствуешь себя уверенно, спокойно,
Ну, то есть сломался телевизор, ты пошел купил другой. Сломался холодильник, ты пошел купил другой. То есть нету проблемы. Проблема только, ну, поехать в магазин и выкинуть этот. А часть жизни я прожил в том, что сломался телевизор, все. Это капец, у тебя нету денег. Ну, я иногда, да, вот бывали такие случаи, опять же, очень много примеров, которые я до сих пор помню, мелочь, а я ее запоминаю и делаю с них выводы. У меня есть знакомый, как-то ему позвонил, говорю, есть работа, говорю, хочешь? Я знал, что он сидит без работы. Он говорит, у меня нету на проезд евро 50, чтобы доехать до работы. Да, сейчас у человека все нормально, вроде бы и машину сыну купил, и сам. Но вот эти этапы, и мои знакомые проходили, и я все их проходил. И сейчас я понял одну главную вещь, что ни ситуация, ни судьба меня в это загоняла, а я сам, так же, как и многие из вас. Воспитали тебя быть рабом, ты живешь рабом, но в какой-то момент, я сейчас вспоминаю, еще раз вам говорю, если касаться моей работы, сколько я сделал работ в таком унижении, я летал как муха за эти копейки, я радовался каждому, молодец, Андре Браво. А что Браво-то, блин? Знаете, мы живем, причем даже тогда я жил в каком-то странном состоянии. Вот, знаете, можно разделить слои, как это, социум называется, или как это, ну вот общество, в котором мы живем. Вот я жил вот на самом дне. Знаете, вот это все черное такое, представьте себе. Все пашут, все бегают, все нищие. И если взять вот такую пирамиду и разделить потом по полосам, то есть выше, 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 то совсем другой уровень, да, совсем другие люди. И да, представьте себе, можно иногда просто одеться по-другому и перейти уже на тот же уровень другой. Конечно, если в мозгу ничего нету, то ничего и не получится. Ну, я вам покажу одну книгу. Она у меня уже больше 20 лет, вот эта книга. Периодически я ее читаю, но в последнее время настолько редко, что жаль мне. Так вот, эту книгу мне когда-то подарил один знакомый пацан-аферист. Он мне ее дал почитать, но каким-то образом сложилось так, что эта книга у меня осталась. Опять же, может быть, не случайно. То он куда-то уехал, потом я уехал, он так мне злился, что я ему не вернул эту книгу. И мне действительно не хотелось ее отдавать, если честно, насколько я помню. Книга очень своеобразная, и почему я вам ее хочу показать, поделиться, потому что мы все живем по своим правилам. Ну, они нам кажутся удобные, потому что мы все разные, правильно? У каждого свое воспитание, кто-то живет в определенной стране, и это слаживается вокруг него определенные какие-то понятия о жизни, о дружбе, обо всем. Чем мне интересно было, я жил в разных местах, ездил по разным странам, пока торговал на базаре. И это было, и вот в этом был кайф. Ты видишь разных людей, разные страны, с разными людьми общаешься. Я сам иногда старался просто общаться с разными людьми, чтобы понять логику каждого. И за всю жизнь накопился просто огромный опыт. И очень интересно, хотя сложно. Так вот, допустим, почему бы нам не жить, не использовать какие-то правила, которые в школе нам не дают эти правила? Да, нам в школе дают совсем не те, которые работают по жизни. Вот в чем вся беда наша. То есть то воспитание, которое нам дали, оно не поможет вам жить так, как хотелось бы вам. Вы будете жить, да, всем угождать, но это не то.
Я вам приведу пару законов, просто прочитаю, а вы себе задумайтесь. Опять же, то, что я прочитаю, вы ничего не поймете, потому что здесь каждый закон, вот он, допустим, пишется, никогда не затмевай господина. Идет описание краткое, и потом подробно описывается ситуация, ну, из древних там каких-то царей, правителей, как этот закон работал в жизни, на примере чем-то. Ну да, можно и достаточно просто коротко почитать. Но опять же, как работаем мы и работает мозг, как мы его читаем. Мы прочитали, ну я сейчас прочитаю 20 законов, вы думаете, я хоть один, ну один, может быть, 2, 3, как-то я запомню. Ну их же надо проработать внутри себя. Это же надо не забывать, это надо чуть ли не каждый день этот закон один хотя бы читать и не забывать. Только тогда у вас отложится в голове вот это правило, закон, что не забывай об этом, делай так. Короче, почитаю вам пару законов, а вы себе задумаетесь, насколько вы думаете об этих законах, об этих правилах и их используете. Ну, я на своих примерах попробую вам объяснить, как у меня в жизни случалось. Первый закон. Никогда не затмевай господина. Кстати, сразу скажу, это была всю жизнь моя ошибка. То есть, будучи неплохим специалистом, обычно начальники часто бывали просто, тупые. Понимаете? И тебя заставляют делать то, что ты знаешь, что это неправильно, так можно сделать лучше. В какой-то момент ты из-за уважения подчиняешься, но в какой-то момент у меня терпение кончалось, и я просто мог сказать, ты тупой, понимаешь, ты тупой, блин, заставляешь меня делать это тупое, блин, и меня это все бесило. И да, меня часто увольняли только вот из-за того, что я прямо в наглую унижал бригадиров, унижал начальников. Но это со временем. Я вам говорю, что рано или поздно у меня вот это вот всплеск этот. Потому что когда ты 10 раз пытаешься сесть, поговорить, объяснить, а ты видишь, оно тупое. И все. И так я терял работу. И совсем не жалею. Опять же, в чем смысл и практика моей жизни. Все, что я потерял с этими, тупорылами, скажите, я должен об этом жалеть? Мне судьба дает другую дорогу, где я могу сам с адекватным клиентом, который тоже важно, чтобы они тебе попались, договориться, решить проблему спокойно, в дискуссии. И в этом кайф, понимаете, что вокруг тебя нету вот тупых. Я никого не хочу обидеть, я тоже в чем-то тупой, но чтобы не быть им, я читаю книги или там думаю очень много. Опять же, это надо прочитать, лечь на кровать и посидеть, подумать, поразмыслить, перебрать свою жизнь, свои ситуации, сравнить с этим и сделать для себя вывод. Только так работает. А не, я почитал, все, мне надо бежать куда-то. Кстати, сейчас, да, вот 9 часов надо опять заехать Валю забирать. Вот так мы и живем. Итак, описание этого закона. Всегда добивайтесь, чтобы те, кто главенствует, комфортно чувствовали себя наверху. В стремлении угодить им или произвести впечатление не заходите слишком далеко, демонстрируя свои таланты. Иначе вы рискуете добиться обратного, вселить в них страх и неуверенность. Заставьте ваших начальников казаться более блистательными, чем они есть, и вы достигнете вершин власти. Я работал со своим инженером, я этот закон помнил, и он настолько безалаберный был к своим клиентам, они просто бесились, они ему заплатили деньги, он на работу не приходит, ничего не контролирует, только на телефоне. Я их успокаивал, говорю, у него 5 объектов, я его не затмевал никак. У него 5 объектов, нету времени, до какого-то момента их это доставало, ладно, вчера нету, сегодня нету, завтра-то он может прийти, все равно они приходят. И они все до белого коленя доходили. И я ему прямым текстом один раз просто уже наорал на него, наорал.
терпение кончилось. Я говорю, ты понимаешь, что я прикрываю твою жопу перед твоими клиентами, блин, за какие-то маленькую зарплату. Я говорю, нахера оно мне надо? Знаете, что он мне в порыве гнева ответил? Мне похер на тебя и на клиентов. И все, я в шоке, я в тупике. Это был человек-аферист тоже. Вот он проговорился, что ему похер на клиентов, чтобы вы понимали, кого вы берете. Чтобы вам сделали ремонт или там какие-то услуги. То есть я вот так вот я все это. Я пытаюсь использовать закон, я сталкиваюсь с такими ситуациями. Вы понимаете, что мне не хватит дня, чтобы вам рассказать все ситуации, которые я пережил за свои 57 лет. Ну, естественно, даже в 2 года некоторые вещи я помню. В 4 года помню. Поэтому следующий закон. Не доверяй друзьям безгранично. Научись использовать врагов. Будьте настороже с друзьями. Они скорее предадут, так как легко поддаются зависти. К тому же они быстро становятся баловнями и тиранами. Но призовите на службу бывшего врага, и он будет лояльнее друга, потому что ему есть что доказывать. В самом деле, друзей вам следует больше опасаться, нежели врагов. Если у вас нет врагов, найдите способ ими обзавестись. Представляете? И я тоже помню этот закон. И часто своей Вале, жене, объяснял вот эти все ситуации. Далеко не все поймут это, понимаете? Поймите. И иногда проходили года, чтобы я доказывал этот закон. Я ей давал эту книгу, говорю, на, посиди, почитай. Да, человек почитает и идет дальше, дружит с той подругой. Я это все вижу все ее дерьмо, которое происходит, которое она делает. А жена как будто в каких-то, знаете, в черных очках вообще ничего не понимает, не видит. И когда по прошествии 2-3 лет, я говорю, ну я же тебя предупреждал, я же тебе объяснял. И да, использовать врагов иногда можно, и этот способ я использовал. Ладно, бежим дальше на следующий закон. Скрывай свои намерения. Держите людей в потемках, в состоянии неустойчивого равновесия. Никогда не раскрывайте подоплеку своих действий. Пребывая в неведении относительно того, что вы хотите предпринять, они не смогут обеспечить себе защиту. Заведите их подальше по ложному следу, напустите тумана, и к тому времени, как они осознают ваши намерения, будет уже слишком поздно. И да, тоже зная этот закон, когда со мной относились вот так вот, запутывали меня, я все это понимал, что чем человек занимается. Человек думает, что он там весь такой умный, а я буквально с первых 5 минут понимаю, кто он и что он. Даже для этого полезно было эти законы знать. Пользовался ли я ими? Да, частично пользовался. Кстати, эти все законы, они немного эгоистичные, но они помогают выжить. Это реальность жизни, этому в школе не учат. Следующий закон. Всегда говори меньше, чем кажется необходимым. Желая произвести впечатление своими речами, помните, чем больше вы наговорите, тем более покажетесь ординальным и не имеющим реальной силы. Даже произнося банальности, вы будете выглядеть оригинальным, если ваши речи будут неясными, несовершенными и загадочными, как сфинкс. Влиятельные люди производят впечатление и внушают страх тем, что не договаривают. Чем больше вы говорите, тем выше вероятность того, что вы скажете глупость. Великолепный закон. Иногда я тоже своей Вале, она такая болтуха, ну, беру Валю, потому что это человек, с которым я больше всего проводил времени. И да, я это тоже понимаю, я стараюсь контролировать каждую свою фразу, это тренировка на протяжении всей жизни, причем мне с детства этому учили, потому что когда ты общаешься с какими-то там бандитами или сложными людьми, одна неправильная фраза, ты можешь либо по морде получить, либо испортить отношения, которые тебе очень долго придется потом восстанавливать.
Поэтому я тренировался вот с детства контролировать, что я говорю и как я говорю. И насчет этого закона присмотритесь, как часто политики с телевизора вам что-то говорят. Какими-то общими фразами, какими-то «да, мы там добились, у нас там цели, у нас там вот результаты, конкретного ничего». 10 минут он что-то балаболит, все какое-то общее, ни о чем. А мы уши развесили, ничего не поняли, но что-то схавали. Чем больше молчите, чем больше у вас загадки, тем интереснее будете. Но это не про меня. Мне, кстати, не нравится это то, что, опять же, все, что вы не договариваете, все, что вы там, как барсук, носите, вам не с кем поделиться, это тоже как рюкзак камней. И, скажем, когда вам говорят, что мне говорят, я тебе скажу по секрету, никому не говори. Это как будто в ваш рюкзак кто-то положил еще один камень. Это нехорошо так делать. И когда мне кто-то это говорит, для меня это... Я не люблю чьи-то секреты, еще и ходить их потом хранить. Лучше не говори мне. Следующий закон. Очень многое зависит от репутации. Берегите ее ценой жизни. Это я научил ребенка, своего сына, еще в 18 лет. Это мои его слова, я цитирую. Я говорю, Юра, на своем же опыте, я говорю, репутацию заработать очень сложно. В обществе, в бригаде. Но потерять ее в 2 секунды. Один поступок, одна пьянка, что угодно. Все. Тебя ставят в определенный статус, ранг, и ты уже оттуда не вылезешь. Это иногда года надо, чтобы опять себя поднять. Но все равно, знаете, как мой брат говорил, в говно можно там вступить, вляпаться, попасть, можно отмыться, но все равно все будут принюхиваться. И это действительно реально. Объяснение этого закона. Репутация – краеугольный камень власти. С помощью репутации вы можете внушать страх и побеждать. Стоит, однако, ей пошатнуться, как вы становитесь уязвимым и подвергаетесь нападкам со всех сторон. Сделайте свою репутацию непоколебимой. Всегда бдительно ожидайте возможных атак и отражайте их, прежде чем будете атакованы. Учитесь выводить из строя врагов, находя бреши в их репутации. Затем отойдите в сторону и представьте общественному мнению расправиться с ним. Затем отойдите в сторону и предоставьте общественному мнению расправиться с ним. Да, я тоже это использовал. Замечательный способ. Великолепный. Даже не я его буду осуждать, какого-то суку, а само общество. И мне даже вот на канале очень интересно и удобно. Любая ситуация. Да, какой-то хейтер, какой-то там человек, неправильно понимающий ситуацию, может написать там дерьмо. Но ведь есть других 100 комментариев, которые либо его опровергнут, либо поддержат меня. И в этом твоя сила. Ладно, идем дальше. Завоевывай внимание любой ценой. Обо всем судят по внешнему облику. Опа, не, я этот закон, я забыл, просто это у меня уже по жизни есть правило. Видите, все-таки я использую эти законы. Честно, я эту книгу не читал года лет 5. Обо всем судят по внешнему облику. То, чего увидеть нельзя, не имеет ценности. Поэтому никогда не позволяйте себе затеряться в толпе или кануть в лету. Выделяйтесь, бросайтесь в глаза, чего бы это ни стоило. Притягивайте к себе как магнит, кажется крупнее, красочнее, загадочнее, чем множество скромных и вежливых вокруг. Да, я полжизни прожил скромным, вежливым, тихим. Неудобно. Нет, с одной стороны удобно, но ни черта не добьешься. Когда ты ходишь как тень, я иногда вообще удивлялся. Знаете, вот стоит там, пусть бригада, пусть там начальник с кем-то общается. А я подхожу, хочу сказать свои 5 копеек вставить, там, советом или что.
Они как будто меня нету, они даже меня не слышат, а вот они стоят, общаются. Я подойду, хочу что-то ляпнуть умное, умнее в 5 раз то, что они там в пятером обсуждают полдня. Хочу им поставить мозги, меня не слышат. Я разворачиваюсь и ухожу. Да, я действительно много времени так прожил. Ну и хрен с ними. Вот именно самое важное, знаете что? Понимать, кто ты внутри, кто ты есть. Насрать на чье-то мнение, что они там думают. Вообще никак. Вас 2 человека оценят адекватных, 8 осудят из 10. Каждый имеет право на это. И если вы будете реагировать на осуждение это как-то болезненно, оно вам причинит зло, болезни, плохое настроение, депрессию. Просто какой-то человек из этих 8, который сам в говне живет, и еще пытается тебя осудить, еще и туда тебя запхать. И да, я тоже долгое время прожил, прислушиваясь к чему-то мнению. Ну вот он же сказал, надо задуматься. Нет, не каждому надо задуматься. Задуматься надо, опять же, один на один с собой. Но для этого ты должен кого-то из себя сделать на протяжении жизни. Нельзя быть каким-то пустым местом и что-то там из себя возомнить или размышлять. Заставь других работать на себя и пользуйся результатами. Используй ум, знания и богатню других людей для продвижения собственных дел. Такая помощь не только сэкономит ваши ценные силы и время, но и придаст вам божественный ореол преуспевающего человека. Ваши помощники будут забыты, вас же запомнят. Никогда не делайте сами того, что могут сделать за вас другие. Идеальный закон, я его никогда не научился до сих пор использовать. Да, я его знал, я видел, как его используют мои начальники, я знал, что это правильно, но я его не мог применять. И до сих пор, вы видите, на моем канале я его не применяю. Если я и беру там Марьяна, сына или там жену, мы на равных работаем. Я их не использую как... И всегда, да, было то, что в конце написано. Для меня было всегда обидно, что мы заканчиваем работу, я эту работу сделал, или половина с вот этими руками, а запоминают его, не меня. Я вообще моль там был. Обидно, да? Надо работать над законом. Вынуждай людей подойти к себе, если нужно, используй приманку. Когда вы вынуждаете другого человека действовать, сила на вашей стороне. Выгоднее всего добиться, чтобы противник подошел к вам, нарушая ради этого собственные планы. Соблазните его сказочными выгодами и атакуйте. У вас в руках все карты. Если честно, не очень понимаю этот закон, я его не использую. Ладно, идем к следующему. Добивайтесь победы к действиям, а не доводами. Добивайтесь победы действиями, а не доводами. Любой минутный успех, которого вам кажется, как вам кажется, вы добились в споре, оборачивается пировой победой. Куда эффективнее можно заставить других согласиться с вами, если действовать, не произнося ни слова. Приказывайте, а не объясняйте. Да, это моя ошибка тоже по жизни. Очень много я объясняю, оправдываюсь, это капец. Это с детства у меня тебя хотят унизить, и ты хочешь доказать, что ты не баран, и вот это бла-бла-бла. Меньше слов, а больше дела. Почему я часто, как я вам только что рассказал, вот это стоят, что-то там в бригаде, опять же, начальники, все что-то обсуждают. Идите нахер, я иду, делаю работу, пока они полдня могут стоять обсуждать. Что-то болтали, я сделал работу, я показываю, что я делаю работу, и это самое главное, а не то, что вы бла-бла-бла. Тоже не работало. К тебе относятся, сделал, молодец. А у них общество, они стратегии, то есть они главные. То есть любой
очень крутой там начальник, он пойдет говорить не со мной, с простым рабочим, а с тем начальником. Потому что они живут в своем мирке. Начальник, начальник. И даже то, что я сам беру работу и занимаюсь, ну, получается, да, я и работаю, и рабочий, и начальник. Но в нашем мире все равно так не работает. Все равно будет лучше работать, если ты будешь начальник. И у тебя будут подчиненные. И у другого начальника к тебе будет больше уважения. Инфекция. Избегай невеселых и невезучих. Идеально. Чьи-то чужие невзгоды могут оказаться для вас губительными. Эмоциональные состояния также заразны, как и болезни. Вам может казаться, что вы спасаете утопающего, на самом деле вы лишь приближаете собственное несчастье. Несчастные иногда навлекают беды на себя, они навлекают их и на вас. Вместо этого держитесь поближе к везучим и счастливчикам. Тоже была моя ошибка. У моего сына это вообще, тупик, понимаете? У него все друзья какие-то бедованные, что в Черновцах, что здесь. Вот это они сядут за бутылочкой пива и обсасывают все свое дерьмо. Я в этом прожил. И я еще помню, ему было лет 10. Они рэп сочинили. Жизнь дерьмо, ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба, мы пацаны, нас не понимают, там вот это вот все такое. Кстати, Моня, а вас? Вы себя не нашли здесь? Вы очень часто на любой ролик, на любую тему уходите в негатив. Вы рассказываете очень много своих негативных ситуаций из жизни, которые ничего не имеют смысла, не связываются ни с будущим. Моня, не обижайтесь, вы очень опасный, обидчивый человек. Но это мой принцип, да, я знаю этот закон, я его пользуюсь им, но я не фанат его. То есть мне приятно, интересно слушать ваши печальные истории, все ваши болезни, но вы не задумывались, что все ваши болезни именно, возможно, идут от ваших негативных, подсознательных мыслей, они настолько сильные и глубокие, что мне вас немного жалко. Ну, что я заметил, вы, наверное, около года у меня на канале, и я плавно вас пытаюсь уводить от этого в сторону, незаметно. Я не работаю прям над вами, над общением с вами. Но у меня так мозг просто работает сам. Я очень помню в начале ваши комментарии, я не буду их озвучивать, но я очень много помню ваших комментариев. И какой вы стали сейчас на моем канале, какой вы были, это, я бы сказал, почти день и ночь. Вы стали более позитивны, вы уходите в другие темы, и я не вижу того негатива, как было в начале. То есть я напомню, о чем вы писали. Меня везде со всех чатов блокируют, типа вам сложно было где-то на других каналах. Это мое мнение. Я знаю, что оно у вас будет свое, и я знаю, какое оно будет. Ладно уж, перетерплю еще один ваш негатив. Позитив. Вам это бесполезно объяснять, вы мудрый, вы видите будущее, где мне до вас, но тем не менее, в чем-то я сильнее вас. Я имею в виду в плане вот того позитива. Я тоже прожил очень долгую часть, но так как вы сидите в этом негативе, это просто что-то. Так нельзя, Моня. Мой совет вам. Зрители, вы же его тоже знаете. Поддержите его. Я вам показывал, он 75 лет человеку в прошлом ролике. Купа здоровья, он пашет, он себя чувствует. Возможно, уже у него что-то болит. Но он не говорит об этом, он не хочет об этом думать. У него все хорошо. Вот учитесь тоже так думать. 12-й закон. Проявляйте иногда честность и щедрость, чтобы обезоружить свою жертву. Тоже пользуюсь этим. И примеры вам рассказывал. И опять же, я вам говорю, что я редко это читаю закон, но я их периодически перечитываю. И
корни какие-то законы у меня пускают. Ну вот сейчас. Один искренний честный поступок побьет дюжину нечестных. Чистосердечное проявление честности и великодушия усыпляет бдительность, даже самых подозрительных. Когда ваша избирательная честность пробьет брешь, можете обманывать их и манипулировать ими, как хотите. Вовремя поднесенный дар, троянский конь, послужит той же цели. Да, тоже использовал. И почему я говорю, что я, знаете, так иногда пру как танк. Допустим, работа, в отношениях какие-то действия. И мне не важно, даст это результат или не даст. Я иногда могу сделать 5 действий по отношению к клиенту, к человеку, положительных. И, возможно, одно действие в ответ даст результат. Но я и на это и рассчитываю изначально. Я не делаю что-то, что на каждое действие я жду благодарность. Я знаю, что здесь будет минус, здесь будет минус, здесь будет минус. Но в конечном результате я знаю, что я выиграю. Так работает. Это просто по жизни так работает. По-другому быть не может. Я вам даже больше скажу, что что-то там оттуда, это вообще все наблюдает. И еще больше мне в этом помогает. То есть, в удаче. По-любому помогает. Я это чувствую. И людей, да, иногда такими поступками ставлю в тупик. Они там, знаете, мелочью пытаются наговнить. Здесь наговнить. Это ему добром на это. Опа. И в какой-то момент я прямо чувствую, вижу, что эти люди чувствуют себя какими-то никчемными. Но чтобы это как-то замаскировать, спрятать, начинаются какие-то тупые действия, кипиш какой-то. И все равно они в говно залазят. Это уже конченые такие. А меня, вы понимаете, по жизни я почему не боюсь ни хейтеров, никого, потому что я настолько правильно стараюсь жить, я знаю, что людям надо, я знаю, как правила какие-то, полюби ближнего, там, не обмани, не укради, и все, там на самом деле выполняете 7 каких-то заповедей, и все. Но, понимаете, в борьбе за какую-то копеечку мы теряем свое достоинство, мы теряем больше, в конце концов. И я лучше потеряю, лучше сделаю какую-то благотворительность. Но я знаю, я не знаю, как это объяснить. Это уже другая тема. В общем, у меня так. Прося о помощи, взывай к своекорыстию людей и никогда к их милости или великодушию. Прося о помощи, взывай к сверхкорыстию людей и никогда к их милости или великодушию. Даже ничего не понял. Если вам пришлось обратиться к союзнику за помощью, не трудитесь напоминать ему о вашем былом участии в добрых делах. Он найдет способ вас проигнорировать. Вместо этого в своей просьбе или в своем договоре с ним дайте ему увидеть нечто такое, что будет выгодно ему. И подчеркивайте это без меры. Он с воодушевлением поддержит предложение, сулящее выгоду ему самому. Да, золотое правило, я его тоже использую. Если не забываю. Насчет упреков, да, я рассказывал как-то за своего бригадира. Видите, вот то, что я вам рассказываю из своей жизни, то же самое здесь рассказывается каждый закон, там про каких-то царей, из чего-то из истории. Это не важно. Даже это интереснее, если бы вы каждому закону нашли свою ситуацию. Это более полезно. Если она как таковая есть. Да в любом случае на каждый закон в вашей жизни происходила ситуация. Просто ее надо вспомнить и найти, и понять, здесь я сделал правильно, а здесь я сделал ошибку. То есть он меня, знаете, как он был? Тогда бригаду он создавал из всех приезжих. Мы не знали языка.
многие не знали работы, но он был бригадиром. И он набирал вот нас таких шавок, знаете, среди которых он был, я называл это орел среди воробьев. Я уважаю, когда это орел среди орлов. А он был таким. Когда-то я уже поднялся, прошли десятилетия. И вот мы как-то встречаемся, он уезжал, опять приехал. И при каждой встрече он меня упрекал, что он мне когда-то дал работу, что там он мне что-то там дал, он мне там помог. Я его уже 10 раз отблагодарил и работой. Извини меня, я на него работал, он уже квартиру купил, машину купил. И все плакал, что мне денег нету, у меня кредиты. А я хуячу, я извиняюсь, херачу, смотрю, у тебя вечно ничего, и у тебя все. Это у меня ничего. Это сейчас я только, вот я вам говорю, я поменял себя настолько, что я не хочу даже срать с ним рядом сесть и выслушивать, что я ему там должен. И это, да, тот парень, которому я вот приносил, ходил с утра на базар, кстати, Валю не забыть забрать, покупал ему жратвы, потому что он приходил на обед и сидел, ай, мне нечего кушать, и все ему со своих тормозков, кто кусочек мяса, кто кусочек хлеба. Да, идеальный закон, классный. Ну, в общем, классная книга, не? Скажите. Я могу еще продолжить, я сегодня, 15 законов прочитаю, как-то уже периодически еще расскажу. Потом я даже можно быстро, не знаю, можно в описании написать, запомните их, то, что я рассказал. Я не знаю, как вы отреагируете на то, что я вам тут прочитал. Думаю, понравится. Играй роль друга, действуй как шпион. Знать своего соперника очень важно. Используйте шпионов для сбора ценной информации, и она позволит вам быть на шаг впереди. Еще лучше поработайте шпионом сами, учитесь зондировать почву, поддерживая вежливую светскую беседу. Задавайте непрямые вопросы, ответы на которые приоткрывают слабости и намерения людей. В любой ситуации можно найти возможности для искусственного расследования. Да, и, кстати, тот же бригадир, опять же, знание закона, не обязательно его использование, хотя рекомендуется. Но зато я видел, как этот закон использовал тот же мой бригадир. Знаете, что он делал? Вот, опять же, насобирал всех пацанов, и, знаете, там, вечерком он берет одного за бутылочкой пива, типа о работе, о жизни поговорить. Но на самом деле я знал, чем он занимается. Он выманивает информацию, а что ты думаешь о том? Потому что человек жил, знаете, из-за угла подсмотреть, подслушать. Вот это вот меня просто бесило. Я это все знал. И мне почему, наверное, легко перед камерой? Я жил, я работал как будто перед камерой, потому что знал, я могу сидеть, ковыряться, а он неожиданно будет где-то сзади за мной смотреть. И тоже это была для меня тренировка. И вот это он к этому подошел, сегодня пиво попил, тот ему раз рассказал за всех, а тот это, а тот то. Завтра к тому пойдет, тот ему расскажет за этого, за все. Это было так подло, так хитро, и я это все видел. Фу, блин. Как использую я? Я, наверное, не подло использую. Я могу сесть с человеком, расслабить его, просто чтобы он сам рассказал, что у него болит, какие проблемы. И цель этого всего, чтобы найти правильное решение, чтобы взаимодействовать удобно для него и для меня. Вот, чтобы найти решение, а не собрать какое-то дерьмо, а потом кого-то выгнать или еще что-то. Я и так-то в людях неплохо разбираюсь, я могу годами работать, зная все минусы человека, даже оно лучше. Почему? В том законе говорится, что обзаведитесь врагами и учитесь использовать своих врагов в своих интересах. Потому что вы знаете, что он враг, вы с ним осторожны, вы знаете все его недостатки, вы его знаете. Возьмете друга или нового человека,
Вам долго придется еще годами разбираться, а что в нем скрыто, а друг он, а враг он. А этого вы уже знаете. Враг, окей, давайте с врагом договоримся. Слушай, ты хочешь заработать, я хочу заработать. Давай это как-то вместе используем, продумаем стратегию, и мы с тобой, не надо нам с тобой пиво пить, дружить, нам надо сделать дело. Ты враг, я враг. Хер на тебя. У нас с тобой разные характеры, мы не сходимся, но у нас есть общее дело. Понимаете, в чем смысл? Закон 15 и, наверное, последний. Разбей врага полностью. Всем великим вождям со времен Моисея было известно, что испуганный враг должен быть разбит на голову. Порой это знание приходило к ним через тяжкие испытания. Если оставить хоть одну искру, как бы тускло она ни мерцала, в конце концов разгорится огонь. Остановившись на полпути, можно потерять больше, чем при условии полного уничтожения. Враг оправится и будет искать отомщения. Разбейте его не только телесно, но и духовно. Да, это жесткий закон, я им не пользуюсь. Я, скорее, если я попадаю в такую ситуацию, я просто ухожу. Это сложно провести такие действия, но это как бы уже, наверное, стратегия войны. И важно, да, духовно, это вообще жестоко. Часто люди, которые меня опускали на работе, из-за которых я уходил, я мог бы опустить, мог бы жестко опустить. Но понимаете, когда ты этим начинаешь заниматься, во всяком случае для меня, у меня нету силы для этого. И когда ты любишь жить в доброте, в какой-то гармонии, вставать на путь войны, с этим надо уметь справиться. Это не для меня этот путь. Хотя плавно, незаметно можно и этого добиться. И я иногда этого пробовал делать, но закон мне этот не нравится. Сложно мне с ним справляться. Ладно, мне надо ехать забирать Валю, она понабирала купу работ. Если честно, я не ожидал, что я буду вам эту книгу сегодня так остановлюсь на ней, хотя давно хотел. Там еще сегодня я прочитал 15. Если хотите, как-нибудь пойдем дальше, периодически для разнообразия контента. Ну и закончу смыслом, что херня война. Само собой пришло в голову. Главное маневры. То есть, что бы ни происходило в нашей жизни, какая-то ситуация сегодняшняя, это просто ситуация, с которой можно выйти или, зная какие-то законы, не зайти. И даже если все будет происходить, что вы к этому идете, зная эти законы, вы будете готовы к этому. И легко это схаваете, и легко с этого выйдете. В общем, вот такая вот херня у меня в голове. И, как я вам в начале ролика сказал, все, что я вам показываю, это фон. Это фон. Здесь работа, здесь море, здесь конфликты. Я вам показываю реальную жизнь. И это нормально. Ничего плохого из того, что я вам рассказал или показал, нету. Ни хорошего. Не надо мне завидовать. Не надо меня жалеть. Это просто ситуация, просто кино. Чем этих ситуаций больше, тем интереснее жить. Вы можете лежать с утра до вечера, каждый день на берегу. Но это не жизнь, это тоска. Как бы вы ни любили море. Вы можете пахать, как конь, не видя ни моря, ни отдыха, до 8 часов, зарабатывать кучу денег. Это тоже неправильно. Вы можете жить, иметь кучу друзей, но вы должны понимать, что не друзья они. И если вы считаете всех такими полными друзьями, вы не правы. Потому что вы с ними пообнимались, поздоровались, отошли, а они там за вас, за спиной вам либо вообще гадят, либо... Обожаю всякие мистические ситуации. Представляете, вот это я целый час там снимал ролик.
И когда уже встал выключить телефон, смотрю, телефон потухший, разрядился. Я думал, что он разрядился уже давно, и все, что я там сидел, болтал, все получилось впустую. Оказалось, не хватило просто пару секунд. Как так? То ли телефон дотерпел, дал мне договорить, то ли я почувствовал, что пора заканчивать. Но все-таки это произошло. Ну и добавлю уже, пока еду на работу, то есть на работу, на Валину работу, что окончание моего ролика. Никогда не злитесь на кого, не злитесь на ситуацию, учитесь с каждой ситуацией. Все, что нам дает жизнь, она дает для чего-то. Решение принимаете только в спокойном состоянии, один на один с собой, чтобы никто вам не мог помешать. Погрузитесь вглубь себя, разберитесь в прошлых ситуациях, ошибках, правильных решениях. Вспоминайте лучше более какие-то удачливые ситуации и попробуйте в будущем именно переживать их снова, стремиться к ним. И все налаживается, все каким-то феноменальным образом становится правильно по местам. Ну вот, хотелось мне этим поделиться с вами. Надеюсь, что там еще осталась куча всяких законов. Я думаю, вам понравится. И периодически я буду продолжать эту тему.